Всем привет, с вами Дэн, и сегодня британский микробренд, я бы даже сказал британский стартап, студию Underdog. Спасибо Алексею, который дал эти часы на обзор. И вот такая вот коробочка, как будто бы у нас смартфон, но на самом деле там часы. В общем, студия Underdog — это британский микробренд, который несколько лет назад вышел на Kickstarter, где, собственно, запустил компанию. Она была успешна, и вышла их первая модель. Спустя год где-то вышла вторая модель уже в полевом стиле. Но сегодня как раз первая моделька, которая называется хронограф на механизме ST1901. И, конечно же, вы понимаете, что это старый добрый Seagull. Дальше. Значит, что они указывают? Что они тестировали, да, этот механизм. Достаточно неплохие для этого калибра показатели. 10 секунд в сутки. Это прям окей для старого доброго Seagull ST1901, он же Venus, да, на базе швейцарского Venus этот калибр и был создан. Что касается характеристик, то, пожалуйста, вот вам здесь со свон-неком, да, у нас ST1901, 21 600 тысяч полуколебаний в час, 45 часов запас хода, если хронограф включен, и так вот без хронографа даже 50 часов заявляется. Ну и корпус 316L сталь, сапфировое стекло, которое и внизу, и наверху. Два сапфира у нас здесь, суперлюминова C3, 50 метров водозащита, ну и, собственно, двухлетняя ограниченная гарантия. Что касается стоимости этих часов, то на официальном сайте они стоят 500 фунтов. Ну, давайте теперь смотреть, что нам британцы предлагают за эти самые 500 фунтов. Во-первых, они нам предлагают вот такую интересную упаковочку, да, и внутри travel case, брендированный студией Underdog. И, кстати, ремешок и travel case выполняет британская компания Strap Taylor. И, честно говоря, по-моему, они же делают ремешки и для Furlan Marey, еще одного такого бренда, который хорошо прогремел за последние несколько лет. Про студию Underdog, конечно же, тоже западная часовая пресса говорит постоянно, потому что они делают, ну, что-то такое интересное, то, что захватывает дух коллекционеров, с одной стороны. С другой стороны, я бы сказал, что этот бренд немножечко на хайпе, и хайп, конечно же, позволяет продавать часы лучше. Значит, сегодня модель в версии, вот этот хронограф в версии Watermelon, то есть арбуз, механический хронограф. Модель вышла в 2021 году и, как я сказал, была первой для бренда. По характеристикам поговорили, и что у нас здесь получается? Ну, если мы не говорим про расцветку, то, конечно же, это такой циферблат Bicompax, да, с двойным счетчиком. Третьего счетчика нет, он есть в другой версии этого механизма Seagull, там ST1902, если я правильно помню. Вот, получается, они сделали разные, конечно же, эти счетчики. То есть у нас, ну, понятно, центральная секундная стрелка имеется. Это стрелка хронографа, потому что он у нас в данном случае уже запущен. Давайте сбросим, чтобы не было какой-то путаницы. Значит, секундная стрелка основная, она находится у отметки 9 часов. Далее у нас длинная минутная стрелка центральная. Сейчас мы немножечко с вами подвинем эту ситуацию, чтобы часовая стрелочка тоже показалась. Вот. Ну вот теперь понятно. Да? Есть 30-минутный счетчик у отметки 3 часа. Ну и центральная секундная стрелка отвечает за секунду хронографа. Вот мы его запускаем, и хронограф пошел. Ну, если вы смотрите видосы на моем канале, вы, наверное, уже много видели часов на механизме как раз Seagull ST1901. Он достаточно популярный, я бы сказал, что он самый доступный механический хронограф, который сейчас можно купить. И, конечно, если человек начинает свой путь в часах, ему хочется хронограф, хочется, чтобы было красиво, хочется, чтобы было минимально по цене. И китайские бренды в основном выпускают эти часы по цене $250 и выше. Да? Но важно понимать, что этот калибр, он
если изначально нормальными руками, в общем, вставлен, да, обслужен, смазан, то он, в принципе, как танк неубиваемый. Супер точности от него ждать не стоит, но надежный он будет, конечно же, весьма и весьма надежен. Если он собран неправильными руками, то, понятное дело, все будет не так хорошо, но он неприхотлив в обслуживании. Что касается студии Underdog, то они заявляют, что сборка производится в Великобритании, соответственно, мы ждем от таких часов и от такого хронографа, да, механизма правильной, долгой и счастливой для своего обладателя работы. Ну, собственно, не зря же они берут все-таки 500 фунтов, при том, что это сильно выше, чем есть у конкурентов. Но мы понимаем, что в этих часах главное это даже не британская сборка, и главное это не механизм, который можно взять и в других часах. Потому что если мы покупаем механизм, то, конечно, мы можем выбрать по цене. Но в данном случае эти часы берут за дизайн. И, конечно же, это такие часы для фана, для прикола. Это такое, знаете, странное соединение яркого, я бы сказал, мультфильма какого-то, да, может, диснеевского и строгого Баухаус стиля. Потому что есть эта версия в разных расцветках. Кстати говоря, буквально некоторое время назад вышла версия пицца. Вот там с читаемостью прям вообще беда, но зато пицца на циферблате. Две версии, кстати. Вот эта версия арбуз, как мне кажется, она такая самая, наверное, жизнерадостная, яркая, прикольная, фановая, но при этом здесь с читаемостью проблем нет. Но если вы хотите строгости, то там есть версия панда черно-белая. Но, наверное, студия Underdog, да, берут не за банальные расцветки, а берут за что-то прикольное. Кстати, они все распроданы, поэтому там ожидается следующая поставка, и уже можно заказать, и через сколько-то месяцев эти часы придут. Ну, в общем, все как мы любим у микробрендов в последние несколько лет. Поэтому дизайн здесь с одной стороны яркий и притягивающий, с другой стороны он вполне себе такой, знаете ли, сдержанный и классический. Но цвета здесь решают. Да, понятно, что есть разметка, да, по внешнему кругу, даже железная дорога есть, и хронограф, все это тут читается и считывается. И аккуратные метки, кстати, метки сделаны в виде таких семечек арбузных, и сам циферблат, он такой яркий, сочный, с интересной фактурой, и немножечко градиент есть в центральной части побледней, с краю циферблата, да, он поярче. Ну и зеленый цвет такой тоже у нас получается арбузный. При этом много надписей, и механика, и ручной подзавод, и бикомпакт здесь указан, и ST1901 даже, и студия Underdog. В общем, все, что знали, все написали на циферблате. Но, знаете, это как-то не раздражает. Это даже больше входит в концепцию как раз-таки арбуза. При этом, опять же, разная тональность у нас у счетчика минут. Посветлее, потемнее, и еще максимально темно здесь вот. Прикольно. И радиус тоже таки обозначены на основной секундной разметке. Да? Ну и то есть у нас основное, конечно, пятно вот это бросается, да, минутное, все-таки счетчик секунд, базовый счетчик секунд, конечно же, он в тональности основного циферблата. Но цвета арбуза хорошо здесь так вот прям показаны и отображены. Что касается размеров, давайте-ка глянем. Часы небольшие, 38,5, это немного. Стекло сильно такое выпуклое, купольное стекло, 14, без стекла, я думаю, будет 11 где-нибудь. Давайте глянем, ну, 12, ну, где-то 11,5. Окей. По ремешочку 20 и от ушка до ушка. Давайте глянем. Ушки тонкие, ушки прям такие винтажные. 45,3. Ну, как видите, для хронографа размеры очень даже сдержанные. Мое запястье 18,5. Ну и здесь посадка такая очень-очень удобная. Конечно, пухленькие часы за счет того, что посмотрите, какое высочайшее стекло. Но это же хронограф, поэтому он, в принципе, должен быть заметным. Ну и, конечно, с этими цветами часы очень заметны. И знаете, они на самом деле-то универсальны, потому что можно носить и зимой, когда хочется арбузик и хочется лето. Можно носить летом, когда арбузик уже либо скоро, либо уже доступен. Вот так вот прикольно. С точки зрения корпуса, сочетание сатинирования, зеркальной полировки, заводная головка здесь с логотипом, плоские такие пушеры хронографа. Есть маленький такой скос на ушко, где тоже есть зеркальная полировка.
Неплохо, неплохо по отделке, но опять же понятно, что китайские бренды предлагают примерно то же самое, опять же за более низкую сумму, но опять же мы возвращаемся, что Underdog это не про сборку вот эту, да, когда берем корпус, механизм, стекло, получаем какую-то цену, торговую наценку, ну и в общем привет. Да, здесь это другая история. Опять же, ребята продвигаются очень серьезно в западной, как я уже сказал, часовой прессе, поэтому это всегда повышенная стоимость. Ремешок приятный, такой же, да, как у Furlan Marie, с системой быстрой замены. Реально классный ремешок, хорошо, что он здесь стоит, потому что прослужит он реально довольно-таки долго, и он очень хорошо сочетается, он не берет на себя внимание, потому что здесь, конечно, можно разные ремешки придумать, какой-нибудь красный, зеленый, но они будут отвлекать от циферблата. Вот такой сдержанный матовый черный, это как раз то, что нужно. Ну и для любителей механики, конечно, можно посмотреть вот этот механизм во всей его красе. И, конечно, такие часы просто запрещено делать с глухой задней крышкой. Ну, благо ребята сделали еще здесь сапфир и на задней крышке. Немножечко, да, есть тут какой-то промежуточек между заводной головкой и основной частью корпуса. Но, честно говоря, я такой уже у некоторых брендов наблюдал. Главное, что работает все четко, работает все уверенно. И, конечно, механизм здесь бомбический. Бомбический с точки зрения истории, красоты и приятности. Что по весу? Получается 71 грамм, не так уж на самом деле и много. Ну и давайте уже посмотрим макро. Как обещал, много надписей, интересная фактура и цвет прям попали в цвет. Ну и семечки здесь тоже это все сделано с душой. И секторы, как я вам говорил, секторы с разным немножечко оттенком. Не сказать, что прям шикарная печать, особенно это видно, да, вот по железной дороге. Можно было бы, наверное, немножко и побольше постараться. Но ребят подумали, да, и ладно, и так сойдет. Но в целом цифры классные. Конечно, эти часы берут именно своим циферблатом. И механизм, на который всегда очень даже приятно посмотреть. Сборка Великобритании, здесь гордая надпись. Ну что, вот такая модель. Конечно же, безусловно, далеко не для всех. Я бы даже сказал, знаете, здесь все про цвета и про бренд из Великобритании, про который говорят фанаты часов. Но эти часы, конечно же, выделяются из серой массы, конечно же. С другой стороны, любители часов будут задавать вопросы, да, и они будут понимать, что и как. Кто-то будет фыркать, я думаю, большинство в комментах сейчас скажет, фу, какая хрень. Именно с учетом цены, потому что были бы они 200 баксов, все сказали, о, классно, я бы взял себе. Вот. А кто-то, конечно же, эти часы полюбит за их веселый нрав, за то, что они не такие, как все. И как раз-таки вот именно в эту аудиторию и бьют британцы. И мне кажется, они нашли свою фишку. Я думаю, что их будут копировать непременно. Мы увидим, что у микробрендов с AliExpress появится что-нибудь подобное. Но главное, кто первый создал именно этот дизайн. И мне кажется, что вот именно такой подход, он тоже имеет место быть. Пишите, как вам эта модель. Пишите обязательно в комментариях. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.